Пришла осень, и сейчас очень много людей почему-то начал спрашивать, что делать, если мотоблок не заводится. Сейчас у всех поголовно перестали заводиться мотоблоки. Пошесть пошла. Уже, наверное, человек 5 обратилось. Спрашивает, что делать. Проблем. Ну, я не знаю общей таблетки от этого всего дела. И как в этом случае помочь. Ну, я расскажу, как я делаю, когда у меня мотоблок не заводится. Вот что-то вот я пришел заводить, он не заводится. Что лично я буду делать. А там себе каждый выбирает, что он себе будет делать. Каждый опирается на свой жизненный опыт. Я расскажу то, что я делаю. Вот. Ну и первое, что я делаю, перед заводкой ставлю я рычажок в среднее положение на газульке. Вот, и начинаю крутить коробочку. Декомпрессор там у меня выжатый, ключ вставлен. И хочу услышать, как трещит форсунка. Вот. Затрещала. Так, и в принципе это как бы и хорошо. Ну и в принципе после того, как она затрещала, можно бросить декомпрессор. И двигатель должен завестись. Ну, предположим, он у меня не завелся. Что делать? Ну, первое-наперво надо знать, что для того, чтобы дизель запустился, должно выполниться несколько условий. Первое условие — это в цилиндре воздух от сжатия должен нагреться до 800 градусов, чтобы топливо, которое форсунка потом впрыснет, воспламенилось. Потому что если там будет градусов меньше, вот, ну, теоретически, совсем теоретически, в теплую погоду, даже если цилиндр разовьет где-то там около 100 градусов, двигатель может завестись. Но на практике это дело очень, скажем так, ненадежное. Значит, должно там быть 600-800 градусов. И если сжатый воздух там не развил такой температуры, то двигатель будет бросать дым, солярка будет сливать, из выхлопной будет идти дым. Но что-то приболел. Но двигатель не заведется. Вот. Второе условие: должно податься топливо в цилиндр в нужный момент. То есть не как ему там захочется, а именно вот 20 градусов опережения солярка должна податься. Третье условие: солярка должна быть распылена. Потому что если она не распылена, опять же, может она подаваться когда угодно и даже в нужный момент, все равно двигатель не заведется, потому что солярка не распылена, смесь не воспламенится, опять же будет дым с трубы идти, а двигатель не будет заводиться. Вот. Ну, получается три основных условия: температура в цилиндре, вовремя впрыснутое топливо, и топливо должно быть распыленное. Вот эти, если три условия выполняются, двигатель заводится. Ну и теперь пришел я, мотоблок у меня не завелся. Что я буду делать? Ну, во-первых, надо обратить внимание на то, какая погода на улице. То есть, если на улице холодно или сыро, эти двигателя могут не заводиться, потому что цилиндр будет сжимать холодный воздух. Воздух до 800 градусов будет не нагреваться, гильза холодная, воздух в гильзе сжимаемый будет резко отдавать тепло в гильзу, гильза будет отдавать его в воду. И, в общем, 800 градусов не так просто там и нагнать в цилиндре. Значит, двигатель будет дыметь белым дымом и не заводиться. И что для этого надо? Для этого надо, если погода холодная, нагреть двигатель. Ну, греют по-разному. Кто калориферами, я, допустим, наливаю вот в радиатор горячую воду. В чайнике кипячу и потихонечку заливаю. Гильза прогревается, и после этого, в принципе, мотор пускается с первого, со второго раза уже пускается. Это если виновата погода. Вот, если это не помогает, не помогло, или там и летом заводитесь, он не заводится, жара, значит, нельзя списать на холодную погоду.
то тогда надо смотреть топливные. Но перед этим всем сейчас осенью, когда холодно, надо убедиться в том, что действительно гильза у вас прогревается и в цилиндре есть 800 градусов. Вот, потому что сейчас холодно и моторы не будут пускаться просто так нахрапом. То есть в мороз, в холод, в сырую погоду надо наливать горячую воду или прогревать воздух, входящий факелами, там люди греют, я не грею. Вот, либо калориферами прогревать весь мотор. Надо нагреть мотор. В холодную погоду эти моторы очень пускаются, так что паниковать не надо, надо мотор просто нагревать. Значит, мотор летом или нагретый, вы уже попробовали, воды горячей залили, не заводится, ничего не помогает. Вот, что я делаю дальше? Первый мой шаг. Вот, ну и первый мой шаг, иду я и ставлю газ до полного, на максимум. И опять кручу ручечку. Слышу форсуночку. И пробую пуститься. Вот, пробую пуститься. И если мотоблок в этом случае пустился, вот, значит, почти со 100% вероятностью можно сказать, что забитый топливный фильтр. Или где-то там солярка перекрылась. Или солярка в холодную погоду запарафинилась немножко, утратила свою текучесть. Холодно, а солярка у вас, допустим, летняя. Она плохо прокачивается. Тоже надо убедиться сначала, что у вас солярка прокачивается хорошо. Вот, так что если мотоблок пустился на полном газу, а на среднем не захотел, значит у вас забитая топливная система. Значит все это, начиная от этого болта и аж до бака, надо разбирать, чистить, продувать, чтобы было все чисто. Вот. Ну, допустим, почистили вы все хорошо. Обязательно систему прокачали, убедились, что с этого штуцера солярка хорошо льется, нигде не застревает. Эту гайку открутили, убедились, что вот эту, там нет воздуха. Опять все прокачали, форсунка хорошо заработала, фильтр вы поменяли, все хорошо. Опять газ до полного, пробуйте заводиться. Ну и обычно у меня мотоблок уже после этого заводится, проблем нет. Ну так, допустим, что взял и не завелся. То есть проблема была не в топливной системе, в чем-то другом. Следующий этап, что мы делаем? Вот, ну и второй этап, что дальше я делаю? Форсунка, допустим, у нас щелкает. Вот, потому что если она не защелкала, сразу надо форсунку снимать. Ну, допустим, вот так она щелкает, дым идет, мотоблок не заводится. Значит, проверяем первые условия. То есть в цилиндре должно быть 800 градусов. Для того, чтобы там было 800 градусов, в цилиндре должна быть хорошая компрессия. Больше 18 атмосфер, потому что при 16 мотоблоке вообще любые дизеля уже не заводятся. При 18 плохо заводится. Все, что выше 18, не заводится. Вот. Значит, для начала надо бы проверить, есть ли компрессия в двигателе. И, значит, если компрессия низкая, то 800 градусов сжатый воздух в цилиндре не наберет и мотоблок заводиться не будет. Проверяет, конечно, компрессиметр. Для этого надо снять форсунку, сунуть компрессиметр, проверить, у кого он есть. Ну, у кого его нет, а чаще всего его ни у кого нет. Как это можно сделать? Ну, я вот, допустим, делаю так. Я выкручиваю пробочку, маслозаливную щуп, и пускаю декомпрессор, и на закрытом декомпрессоре, вот он закрытый, там тут декомпрессор, блин, как его показать, вот, закрытый, и начинаю крутить эту коробочку. Вот. Она начинает дико сопротивляться. То есть там есть компрессия, около 30 атмосфер, там 20 с лишним. И коробочка начинает сопротивляться. Вот я хочу ее прокрутить. Вроде как завожу. Она вот стала колом и дальше не идет. Я ее тяну наверх со всей дури. Вот, а она дико начинает сопротивляться. Вот, и если она дико сопротивляется, ну, у кого сильно много силы, кто здоровый организм очень имеет, сильно не надо напирать, потому что здесь шестерню можно приводную сломать.
Вот. А вообще он должен очень сильно сопротивляться, и вы его практически не должны прокрутить. Вот я его тяну, а он встал и пружинит. Вот. Еще раз. Он встал. И вроде как пружинит, и дальше поршень не идет. Вот я могу на него всем весом надавить. Вот, форсунка сработала, ВМТ прошло. Вот, и дальше уже прошел свободно. Еще раз. Вот. Так сжатие пришел. Всем весом повисаем. Качаемся на этом рычаге. И он потихонечку опускается. И если на телефон, конечно, слышно не будет. А если туда ушком так приложиться и давить на рычаг хорошо, то слышно, как воздух из-под поршенька, из-под колец выходит в картер. То есть шипение такое должно быть змеиное, но не сильное. Так потихонечку воздух должен стравливаться. Аж запехался. Так крутил. Сейчас переведусь. Вот, значит, если воздух там уходит так потихонечку, к сожалению, телефон этого передать не может. Ну, с таким небольшим шипением выходит, значит, компрессия у вас в порядке. Если эта ручка очень хорошо сопротивляется, значит, компрессия, скорее всего, хорошо. Если эта ручка вы крутите, она, в общем, не сопротивляется, или сопротивляется как-то недостаточно, и с этой дырочки шипит воздух интенсивно, значит, проблема с кольцами. А если даже отсюда не шипит, но все равно ручка мотыляется туда-сюда, так скажем, вы ее довольно легко можете прокрутить, она не сопротивляется, значит, это клапан. Значит, открываете крышечку и регулируете клапан. Ну, допустим, здесь все хорошо у нас, проблем нет, все сопротивляется, воздух выходит с не очень интенсивным шипением, компрессия, значит, есть. Чувствуете, что да, ложитесь вы всем весом на эту ручку, она пружинит, она сопротивляется, значит, скорее всего, компрессия есть, компрессия не виновата. Ну и раз компрессия не виновата, значит, первое условие будет выполняться. Значит, при наличии компрессии и прогретом двигателе, водой горячей пролитым, 800 градусов цилиндр будет набирать. Он может не набирать только в одном случае, если вы очень медленно крутите корбой при заводке. Потому что дизелю надо обеспечить рывок, надо обеспечить пусковые обороты, поэтому корбочкой надо крутить интенсивненько. Интенсивно раскрутили, бросили декомпрессор, он должен завестись. Вот. Ну, допустим, вы все делаете правильно. Топливную мы проверили, систему не забита. Корбу проверили, она сопротивляется, значит, компрессия есть. Значит, все хорошо, и клапана у нас хорошо, значит. Вот. А двигатель не заводится. Вот. Пускает дым и не заводится. Значит, если он не заводится, вообще дыму не пускает, значит, сразу надо к форсунке лезть. Если пускает дым и не заводится, то по такому методу. Ну, и следующий этап, это, конечно, форсунка. Снимаем, выводим ее на сторону. И декомпрессор опять же выжимаем и крутим. И смотрим, как она будет распылять на сторону. Значит, ставим на маленький газ, крутим. Она потихонечку начинает распылять. На средний газ ставим, она больше должна распылять. Ставим на максимальный газ, она заметно больше начинает распылять. И сразу смотрим на распыл. Если распыл не туманообразный, проливает, значит, виновата форсунка, надо менять распылитель или регулировать давление на ней. Может, там что-то случилось, может, пружинка лопнула. Вот, в таком контексте. Ну, допустим, не льет она. Допустим, показала она то, что она туманом распыляет, все хорошо. Смотрим, значит, на количество подачи топлива. Ставим газ на меньше, крутим. Маленькое количество топлива распыляет. На среднем положении газульки. Значит, вот на этом секторе среднее положение больше распыляет. На максимуме заметно очень больше распыляет. То есть между минимумом и максимумом там должен быть такой довольно видный скачок в количестве распыленного топлива. Вот. Если так есть, значит, форсунка не виновата. Но если, допустим, вы и на минимальном газе крутите, она распыляет, форсуночка, какое-то количество топлива, и на максимальном газу она распыляет тоже какое-то количество топлива, но не очень заметно по сравнению с минимальным, то есть минимальный перепад. То есть она, скажем так, слабо реагирует на подачу топлива этим сектором.
Вот. Значит, скорее всего, проблема в ТНВД. Вот. Проблема в ТНВД. Ну, еще по форсунке надо сказать, что в ней, конечно, надо проверить давление, потому что распылять-то она может, но она может распылять на слабом давлении. Тогда она будет немножко проливать. Но, в принципе, даже и на слабом давлении он должен заводиться. Ну, вот, проверили мы форсуночку. Вот, ну и, допустим, мы форсунку проверили. Все у нас с ней хорошо. Она впрыскивает, она распыляет туманообразно, давление соответствует, она не виновата. Следующее, что мы идем, куда мы идем, это мы идем к топливному насосу высокого давления. Здесь 3 момента есть. Нагнетательный клапан взбрыкнуть может, износ плунжера и, значит, система тяг от регулятора и от подачи топлива. Может, что-то там с ними случилось, ползунок заклинил. В общем, что угодно могло случиться. Что это проблема с системой тяг. Значит, как мы это определяем? Значит, когда мы ставили форсунку и делали там больше-меньше на подачу топлива, и, допустим, у нас форсунка слабо реагирует на подачу топлива, значит, виноват плунжер. Он не выдает форсунке нужное количество топлива. Вот. И, значит, мы разбираемся с плунжером. Снимаем его, топливный насос высокого давления, и смотрим на систему тяг. Ничего там не слетело, не поломалось. Бегает ли ползунок в ТНВД. Вот. И определяемся чисто с механическими, скажем так, неисправностями. Ну, допустим, все у нас там хорошо, ничего у нас там не случилось. Вот. Ну, если, допустим, у нас форсунка хорошо реагирует на подачу топлива, значит, в систему тяг лезть не надо. Там все хорошо. Второе, мы проверяем нагнетательный клапан. Как он проверяется? Ну, проверяется он очень просто. Берем, декомпрессор выжимаем. Не трогаем мотор минут 20. Через 20 минут приходим и начинаем потихонечку крутить корбой. Вот. Сделал я первый оборот, второй оборот, и форсунка запищала. Ну, соответственно, газ должен быть на среднем положении или на максимальном. Форсунка запищала у меня за вторым оборотом. Замедленным вторым оборотом. Вот. Это значит, что этот нагнетательный клапан очень хорошо работает. Неплохо работает, потому что его предназначение не дать давлению, которое накачал плунжер в эту трубку металлическую высокого давления, скинуться обратно. Значит, он свою функцию выполняет. Я пришел через 20 минут, прокрутил двигатель, и там за вторым, третьим оборотом форсунка запищала. Значит, он свою функцию выполняет, он давление не сбрасывает. Если он давление сбрасывает и не держит его, значит, вы будете крутить, и она у вас будет пищать где-то за 10-м, за 15-м разом. Если такое и случилось, за 10-м, за 15-м разом она запищала, а здесь у вас все прочищено, все прокачано, топливная система, мы уже ее проверили, тогда вы раскручиваете здесь эту фигню и начинаете смотреть, что там с нагнетательным клапаном. Ну и, соответственно, форсунку перед этим вы тоже проверили, что она не капает, давление держит. Все хорошо. Вот. Ну и осталось нам проверить только, изношен ли плунжер или не изношен. Ну, скажем так, если этот плунжер, как когда мы проверяли форсунку, все-таки ее продавливал, форсунка у нас отрегулирована была нормально, там на 130, на 120 атмосфер, на 140, он ее продавил, и форсунка реагирует на подачу топлива, когда мы там проверяли больше-меньше, значит, можно почти 100% сказать, что плунжер не виноват. Потому что если он виноват, изношен, то форсунка у нас будет уже хандрить. И что-то делать не так, как надо. Но все-таки, чтобы убедиться лишний раз, то я делаю просто так. Значит, я топливо на максимум ставлю, подачу, и кручу корбой. Декомпрессор выжимаю. И вот в таком вот темпе кручу корбу и слышу, как работает форсунка. Вот она репеть начинает. Вот. И считаю, сколько раз она начинает репеть. Вот, допустим, подвожу 3 раза. Подвожу 4 раза. Подвожу 4 раза. Подвожу
4 раза. Вот. И то, что форсунка делает 4 впрыска в цилиндр, тоже косвенно говорит о том, что плунжер в нормальном состоянии. Значит, его подачи хватает для того, чтобы при вкачивании топлива в эту трубочку 4 раза поднять форсунку. Вот. А на плунжере изношенном, который давление не держит и мало подает топливо в эту трубочку, маленькая у него циклическая подача, он форсунку 4 раза вряд ли поднимет. Он ее или вообще не поднимет, и вы ничего не услышите на форсунке, звука форсунки не услышите, или услышите только один раз, и то такой невнятненький. Вот. Ну, это так еще раз убедиться, косвенный такой момент по ТНВД. Ну и после того, как проверил я, система не забита, компрессия есть, форсунка работает нормально, ТНВД отрабатывает нормально, значит, останется смотреть только начало впрыска топлива в двигателе. Там вот по меточкам есть видео, можно посмотреть, как это делается. И вообще, надо сказать, что начало момента впрыска сбивается практически нереально, чтобы она сбилась. То есть, как вы поставили или на заводе поставили, так оно и двигатель этот умрет, а оно не собьется. Это из разряда фантастики, чтобы оно сбилось. Ну, всякое в жизни бывает. Может вот так вот что-то случилось, может там кулачок провернулся, стерся, шпунка обрезала. Всякое в жизни бывает. Вдруг может сбился. Вот после всех этих действий, когда вы убедились, система чистая, компрессия есть, форсунка работает, ТНВД отрабатывает, проверяйте угол впрыска топлива, начало впрыска топлива, момент впрыска топлива. Вот. И если вы все это проверили, и момент начала впрыска проверили, и двигатель все равно не заводится, пускай клубы дыма и не заводится, значит, что-то я не нашел, что-то я упустил, и надо начинать все сначала, потому что всю систему мотоблока мы проверили, и он хочешь не хочешь, а должен заводиться. А если не заводится, значит мы что-то упустили. Значит, или компрессию мы неправильно определили, или форсунку мы прозевали, или что-то мы не досмотрели, или систему мы плохо почистили. Все надо начинать сначала, потому что после всех этих проверок он по-любому должен запускаться. Вот такие вот дела. И помните о холодном воздухе. Холодная погода, двигатель надо подогревать, не надо его курочить лишний раз, подогреть. Осенью, зимой, холодную сырую погоду сначала подогрейте, а потом уже диагностируйте. Потому что диагностика без подогрева, дурная и лишняя работа, ничего другого, кроме убытков, вам не принесет. Грейте, грейте, а только потом диагностируйте. Это в холодную погоду. Лето это не касается. Летом в жару он должен запускаться, греть его не надо.